Вчерашний матч прошел для пацанов не бесследно. Как вы видели, сразу после возвращения в отель у них начался очень активный, долгий диалог. Естественно, мы все не можем показать, но резюмируя, хочется подметить то, что все понимают, где были проблемы и что нужно делать, чтобы таких ошибок больше не допускать. Но времени отчаиваться нет. Сегодня у нас последний день групповой стадии. Нас ждет сегодня 2 матча, выиграв которые мы обеспечиваем себе путевку в плей-офф. Сейчас на часах 7 утра. У нас ранний сбор, потому что на арену мы выезжаем аж в 8. Весь вчерашний оставшийся вечер ребята провели за компами, тренируясь и готовясь к сегодняшней первой игре. А оппонента ко второй мы узнаем уже только по окончанию той самой первой. День сегодня будет непростым, но я думаю, мы справимся. Пацаны, расскажите мне про Red Canids. Их вообще не было, я не помню, что мы с ними играли. Мы с ними Они никогда не играли. в Бразилии играют, да. Являясь бразильской командой, они стилистически играют как бразильская команда. А что такое бразильская команда стилистически? Стилистически бразильская команда — это когда ты, идешь и ебашься. И тащишь. А если ты не ебашься, то тебе все тяжело становится. Они агрессивные? Ты это имеешь в виду? Команда, обладающая агрессивным плейстайлом в рамках игры Counter-Strike. Какие карты мы будем их играть? Мы будем играть... Даст они банят. Мы будем играть карту Нюк. Они точно пикают карту Нюк. Они могут Мираж пикнуть. Короче, Мираж, Нюк, а мы что пикаем? Если даст они. Мы пикаем Анубис. Мы во всех пикаем Анубис. Вчера был не очень успешный Анубис. А это проверка была. Это подкормка. Это, ребят, подкормка, это да. байт-поддомка легендарная, чтобы в нас пикали Анубис в очередной раз. И мы сделали стрик здесь тиграми. Там сейчас команда строго поднимается в рейтинге. Так. А как ты думаешь, будущее какое вообще у них? Они реально могут на мажор выйти с таким составом? Светлая, нефильтрованная. Да нормально, вроде с кайфом. Я не вижу у них минусов в будущем. Ну шансы, у них реально есть шансы? На мажор? Да, на третьей, с третьей стадии, скажем. Может, они... Не уверен. Но если Денчик будет лучше играть, то, конечно, есть. А ты что думаешь, Дань? Учитывая то, что у них сейчас все суперски идет, они поднимаются в рейтинге. Мне кажется, это такой своего рода Ну, феномен. мало. Мало? До поры до времени они могут фармить много ПТС за игру на ланах там и так далее, и за онлайн игры, да. Но условно, когда ты попадаешь в зону там топ-20, топ-30, ты уже не так много получаешь, тебе нужно обыгрывать коллективы типа уровня топ-30, топ-20 и так далее, чтобы ты продвигалась в рейтинге. И поэтому всего этого, думаю, нет, потому что они не тренируются. Условно, я думаю, они могут в топ-40 попасть, но, короче, как только останется награды за head-to-head и баунти, то есть за призовые и как бы соперников сильных, то им будет тяжело продвигаться в рейтинге. Конечно, надо пару CCT-шек выиграть. Ну просто если... Если пару CCT выиграют, они будут в топ-40, или если они выиграют пару ланов, все, и у них закончится. Им нужно будет выиграть какие-то более крупные вещи. Ну то есть у них в целом они на это способны, просто дальше уже нужно будет более серьезно подходить ко всему. Мне зависит все, как игроки будут играть. Типа, дека в том, я думаю, спокойно могут играть на уровне там топ-30 команд. Не знаю, как Ваня, там, Мексу и Келлен будут играть. Стикеры, если их добавят на пушку наклеишь? Кого именно? Стикеры WW Team. Стикер строго себе на лоб наклею. Дека себе на лоб наклеивают просто, реально сказать. У тебя какой размер? Кроксов или ноги? Ну, кроксов. 46-й. Ты в них будешь кайфовать. Нормально? Вау, круто. Тебе идет, кстати. Слышь, это типа Валенса какая-то. Только один в один. Вот тебя лапа здоровая была. Так нет, у меня нога меньше твоей. Я просто их сделал специально. гигантские, чтобы кайфовать. Они еще в 1,5 раза больше, чем Валенс. При этом они легче. Я высокий теперь, слушай, да? Тоже идет. Да? Даю лайк. LFF. Ну, скажи. Напишите мне, хочу стать вашим амбассадором. Для контекста, Боря забыл надеть закрытую обувь, а на стриме запрещено находиться в любой обуви, где есть дырки, типа шлепках, там, даже в кроксах нельзя. Поэтому нам пришлось поменяться. Сейчас я буду ходить в Бориных скороходах. LFF. У него тут Эриков Картманов до хрена. А Борян будет ходить в ебанах. Давай я тебе подарю тоже пару ебанов. Ты будешь в моей команде. Давай. У нас команда еб. Сейчас запомню. Делаем? Ну все, в следующий раз, когда едем, с меня кроссовки. Что там, Мираж не пикнули меньше? Далеко мы угадали с Миражом. Да. Они сейчас банят, надеюсь. Они сейчас банят, да. Они сейчас оно постоянно забавят. И мы нюк баним, мы вас играем в третий. Думаешь?
да. Это тоже хороший вариант. Да, Они хотят- они нюк забанили. А, Overpass и Nubis. Что думаешь, да? Overpass, да? Что мы играем в итоге? Mirage, Ancient, Overpass. Оверпас. А сложно вообще играть против таких команд, за которыми ты особо не следишь, не пересекался никогда там Ну, за иногда последние может несколько быть лет? сложно, да, иногда может быть сложно, но в целом скилл команды, скилл игроков должен компенсировать это все, и мы должны просто их побеждать. Сейчас в Parivision есть такая история, что они против команд, которые там в первой десятке условно, они играют очень хорошо. Они Да. показывают очень качественный КС, сильный. А если они заходят против команд калибром поменьше, у них начинаются проблемы, и они начинают им проигрывать. Ну, видимо, опыта не хватает, может быть. Я вообще не знаю, насколько это суждение верно, не смотрел там последних результатов. Но в целом у них игра так построена, то, что им должно быть действительно проще играть против Тир-1, потому что они любят медленный КС, а Тир-1 играет достаточно медленно в целом. Меньше каких-то агрессивных мувов делают, да? Вот. И там читается динамика, то есть понятно, когда они будут агрессивно играть. А когда ты играешь против более слабых команд, там иногда сложно понять логику людей, поэтому может быть сложнее. Но это все, по сути, нивелируется опытом. То есть, чем больше они будут наигрывать в этом составе, такие проблемы будут уходить. Да, все верно. вы понимаете, что у меня самый дорогой инвентарь вообще у всех, чем, ну, вообще дороже всех. Кстати, Покажи калаш этот самый дорогой, который у Вавилоновского. Самый дорогой? Нет, 250 тысяч долларов. 20 разве? А 150 тысяч, 48. 50 тысяч. Ну, одна Титан стоит 50. Ну да. Теперь примерно, да. FN Wild Waters. Не, гораздо больше. Redline 250 стоит. Капитализм, Вова. И то, может быть, даже 300. Не поняли, какой скин? Wild Lotus сам по себе дорогой скин, и он новый. Блять, это единственный экземпляр в мире. Так же, как М-ка Неонуар, только одна с титанами, потому что это новый скин. Такого нахуй мало у кого есть, блядь. Я ауру коплю в этом калаше. Какая шрек. Блять, как же охуенно играть со скинами, блять. Я так счастлив, я как ребенок. Тому машину подарили. Ты что серьезно такой? Музыка, во-первых, слушаю, а во-вторых, блядь, как я должен себя вести в 9 утра? Нормально радоваться жизни. Не, я улыбаюсь, но просто я... Ты сейчас сидел, молчал вообще, ты обычно энергичный такой, а сейчас что-то Я экономлю энергию, у нас еще второй матч впереди. так нормально. Там те тоже так же зайдут. А я с энергией зайду. Всем здорово. Как думаете, я минуту в клетке смогу простоять против него? Да, конечно. Ты просто будешь Пробегать, может бегать, стоять. Просто побегать. Так я наверх залезу, кстати. Как ты меня достанешь? Тут еще подвижки указаны. Парни, кому-то интересны позиции, где они играют на той Если или там иной указаны, карте? то можно посмотреть. Вы это можете увидеть на листочке. Мы стартуем на Мираже за КТ. Пистик мы... Что, пацаны, сегодня играем против бразильцев, а бразильцы хотят посмотреть на своих фанатов. Надо быть в фокусе, потому что это не будет простая игра 100%. Мы должны хорошо играть сегодня. Давайте коммуницировать снова хорошо. Сегодня 15 апреля, и Господь Бог дал нам новый день и новую возможность поиграть в Counter-Strike. Поэтому, ребят, давайте будем спокойными, мы будем хладнокровными, мы будем общаться, договариваться. Если мы будем смотреть в свой экран и слышать друг друга, все будет. Тим? Made the playoffs at the Rio Major back in 2022. Bonk making a really good play. Is that he maybe has an opportunity to catch this. Davide fought with him. Oh, it's not at all. Even with a 9-6. A lot of pain, I'm afraid. Donk and Magic is nothing we can do. Longer or Ren 2. Davide's too. That secondary orb and immediately it finds him. Looking to try and end Spirit. Absolutely. He wins this too. Be jumping at Donk. Who's winning it? It's Shay. They... Если мы продолжим так играть, то мы им въебем нахуй. Пока вы не начнете четко играть в своих зонах, блядь, пока вы не начнете просто нормально играть, блядь, они не делают чтобы вам, блядь, было неудобно играть. Просто, блядь, играйте нормально. Потому что если мы будем играть так же, как мы сейчас играли первую, блядь, половину, мы им просто ебем. А кому это, блядь, надо? Ну скажите, блядь, хоть один. Типа весело или круто? Пожалуйста, пацаны, сфокусируйтесь сейчас, блядь, на всем, что вы делаете в игре. Просто не бойтесь проебаться, блядь, не бойтесь от дуэли, просто играйте. Simple and direct as the name goes, just surging their way in. Try at least 2 of these 3 it means that they actually won't have a night in the neck. At the moment, Red Cannons, I'd love to see them throw a little... It has got them a kill back, Howes. We're not one... Watch this, Donk's gonna take a normal Ren 2. I think it is, but Donk's Red, a clean round. It's gonna try and about things. And look like the Jaguar stack instead. 2 gun shade, and maybe it could be...
Oh, go straight through. Long way. S-tier event. They actually have to try and shove their foe, coops himself up in temple. Zon show his position, and then that allows for Dong to step. Ты плохо себя чувствуешь? Да. Я, блядь, как концентрируюсь на прицеле, мне больно становится. Что, башка А болит? кричать еще тяжелее. Это состояние, когда у тебя повышенное давление, у тебя виски как будто Нет. сдавливает. У меня так уже я не знаю сколько часов. Сейчас ты хорошо сыграл. Меня тошнит еще просто. Я как будто умираю, я как будто разлагаюсь. Ну еще чуть потерпеть, сейчас передохнешь. Сейчас отожмете карту. Я, короче, что-то решил чипсов на перед, ну, типа, не, ну как, не то что чипсов, я, короче, пришел на ужин, там не пополняют фрукты ж, там, типа, изначальное количество, кто берет, столько остается. Пришел, что там 3 ананаса осталось, я съел, типа, 3 куска ананаса, типа, салат, типа, и вообще ничего тяжелого не ел, и все было ок. Потом меня начало чуть-чуть тошнить, я подумал, типа, ну, надо походу похавать. Чипсы поел, пиздец меня прибил. Так это ошибка, нельзя жирную еду Ну, есть. жирная, да, еда, но выбора не было, просто я думал, может, не поможет нам. Мы приедем, надо будет рисика какого-нибудь поесть. Или Нет, картошка тоже жирная. Я хаваю только рис, причем, типа, и все, ну, и курицу, да, здесь что дают. Может просто сильное давление, может с погодой что-то. Расскажи про карту. Чем она отличалась от Миража? Потому что это как будто две разные вообще команды играли. Может, блядь. Ну что, ну просто типа на Мираже мы ошибались, а Затяров у нас не было спейс, чтобы ошибаться на Эншенте, потому что мы сами диктовали игру. Мы хорошо попали первые 2 бая, потом плюс типа я там на форсе их убил, выбежал в мид, еще когда-то убил, типа, и в итоге там чего поломанное. Это было страшно, я думал, ну типа, если сейчас так продолжится, то мы типа реально убьем. Has to get this opening kill. Inquisition is getting this so stark. Should only be absolutely right. Finally, will be out of bullets and whipping through. There's one to try and force the issue because he knows that they will alive for a little bit longer. Sneer's going to start. And Renton's about to die. Burned down to 45 when the flash is on Stania. Now he'll know with the presence in that bubble with the shoot off and do. USP, a team dig coming. That would have been a completely shocking result, but Way. Flash to clear Monster, but he gets both Kawes and Drop. And Zontix has deleted them all. Magix is on side, and Shiro will clear it from heaven. Молодец? Ты доволен собой? Ты большой молодец. Тогда Нет? с кем играем? Ты мне на маус 1 после первой карты декой. Чё, блядь? Я прихожу, у меня маус 1 не нажимается, смотрю, мне кто-то забил декой на маус 1. Реально? Да, я не знаю, кто, мне интересно понять. Ну как? Нормально. Вы собрались. Раскликались. Почему в первом матче тяжело так было? Вы не проснулись просто? Или? Блин, мне кажется, просто хуй играли. И что произошло дальше? Ну вот мы сыграли эту первую карту в целом как говно. После нее, кстати, я выпил. Я не забрал, может, Пойдем вас за забрал. ней. Ну и короче, после этого мы типа вышли, поговорили, в целом поговорили по моральной составляющей настрою, и после этого еще по игре. В целом на второй, на третий играли уже лучше. Мы говорили с Димой, что от них стоит ждать агрессивный бразильский КС, Да. но, по-моему, они играли вообще не так сегодня. Ну, за Теров они играли медленно, это правда. Ну, достаточно потно играли, окей. А вот за КТ они в целом играли, как они привыкли. За КТ, особенно вот на Эншенте в целом, мы как раз хорошо выбрали, что делать против них. Поэтому в целом сразу продиктовали им очень удобный для нас темп. Вообще стилистические раунды были выбраны нормальные. Поэтому атака на Эншенте была хорошая. За КТ там были какие-то что-то эти, туда-сюда. Собрались. Недоразменивали? Да, ну чуть-чуть там что-то были косячки, да. А на оверпассе просто все четко, спокойно, хладнокровно и красиво. Первая игра наконец-то к концу подошла, размялись, можно сказать. Сейчас поедем в отель на пару часиков, подготовиться к Г2, и в 2 часа мы выезжаем обратно. Мы даже девайсы не стали забирать, они там же остались за теми же компами, мы вернемся, просто сядем и начнем катать с Г2 за выход в плей-офф Рио ИМ. Нет, ну ты что, Ромли, ну что, выдумал это или что? Я прихожу, мне Ты реально думаешь, что после того, как я приехал карту, я такой, ха-ха, зарофлю дикой. Ты чё, блядь? Хочешь, я запись камеры запрошу? Да. Запроси. Давай, только попробуй. Вот-вот нашелся. Только попробуй. Мы нашли, кажись. Только попробуй, Влад, вы там ничего не найдете, ребят, честно говоря. Андрей, мы нашли. Еще щепки? Убираем. Убирайте. Подарок. Борис, это тебе подарок. Убираем. Что? Данил, что напикали в итоге? Значит, они выбрали карту Мираж. Мы выбрали карту Даз-2. Третьей картой был выбор между Ancient, Overpass, Anubis. Они убрали карту Ancient, мы убрали карту Anubis. Мы убрали
Anubis, они убрали Ancient и остался Overpass. В принципе, мы довольны. Думаю, после сегодняшнего старта на Overpass против команды Red Canids вся команда уверена, в принципе, и комфортно себя чувствует. Плюс там ножи будут, я надеюсь, мы выиграем ножи за КТ, начнем. Если без затеров, то ладно, мы 10-2 выиграли. Мы, по-моему, каждый турнир с ними встречаемся, ну, по крайней мере, когда я ездил. Краков играли с ними, Роттердаме не играли с ними, ЕПЛ в онлайне играли с ними, по-моему, за выход на лан. Да. Каждый практически турнир, да. Lost Bounty их не было. Вы столько раз играете Там против новый друг ростер. друга? Мы с Liquid играем каждый абсолютно чемпионат, вообще каждый. На Кракове ладно, мы с ними не играли. Ну, я не думаю, что одна замененная позиция сильно повлияет на их плейстайл. Ну, в их случае, да, сильно повлияет. Сильно прям Ну, повлияет? Нерц это идейный чувак, который разговаривает много. Мальпс это больше исполнитель, ты именно Нерц больше... голос. Да, голос. И плюс Нерц играл в команде, был под руководством Соло уже. Про другой команде. Heroic. В игровом плане эта команда осталась просто такой же, просто у нее появились некоторые особенности, которые до этого у нее не было. Потому что у них сменился игрок. Но это как у всех. Сейчас покажу вам по Дани. Вот так вот ты мы будем сидишь, там размазаться, вот так вот и у всё тебя вот этот вот львенок тут стоит, да, мячка, клавиатура. И вот так вот раунд выиграл, клатч. Стекло выключает, вот так на противников смотришь, не буду такой, направить. чё там? И дальше. И Андрюха справа сидит. Борясик слева. Туда. Только приехали, сразу сели за компы, и уже вот буквально через пару минут ребятам нужно прям сидеть за компами, потому что начнется эфир. Быстро время пролетело, но, насколько мне известно, Дима с Борей успели подготовиться, и совсем скоро начнется игра. Последний рывок. Очень хочется победить. Очень хочется пройти на эту арену, услышать гул бразильских фанатов. Хочется воочию это все увидеть и испытать эти эмоции. Скоро начнется первая карта, и это будет Мираж. Парни, сегодня было сказано много, в целом достаточно, поэтому я вновь вас попрошу заходить, играть, держать голову спокойной, контролировать ситуацию и попадать по кнопкам. Мы попадали в эти ситуации много раз, вновь нужно через них пройти, но пройти более качественно. Hag onto Matties. Playing confidently. To be the only one. Lenk maybe has enough to work with to hold the lines in him. And it is just not happening. He does have the bomb. But he's got 3 more. Based on the timing, 2 of them would need it. Yourself if you're not able to get backs him up. The dynamic approach from Spirit has potentially up some high sets. Work being done by the rest of the team. A lot of space on B and Ape as possible. To fake him out, they have to take. Spotted some Python from what he can come up with. Completely off the mark. By again, there. Wactor. It's a big person to find us. 180 from him. It's a prayer from the heavens to have any sort of a chance that he's seen of. Donk has delivered on. Ты чё кушал? Ты что кушал? Малус один такой. А я говорю, хорошо дал. Борис, короче, хочешь совет тебе дам? Только в жизни. Когда в смоки шьешь, шей левее. Там близко было? Там, короче, оба раза мы сидим. Ты шьешь, вот типа чел стоит моделька, ты шьешь чуть правее, ему просто на весь лаунж орем левее шей. А там близко было? Там, ну так. Чё, как карта? Нормально. Там было сокол. Мы чуть не заруинили это. На сегодня это самое чистое пока что было. Там было пару моментов, конечно, но как будто почувствовали то, что нужно чувствовать, короче. Делали все как надо. Наверное, да. Как Дастик? Готов к Дастику? Да. Что ты хочешь спросить? Нет, ты мне объясни, ты давай так всегда будешь играть. Давай, мне то, что мне хотелось бы так, блядь. Короче, мы тебе просто перед каждой игрой тебе бинт меняем на дикой на ЛКМ. Да, ну мы уже поменяли раз, блядь. Ну все, такой баф будет работать все еще. Сейчас будет новый мем про декой. Легенда Сейзит уйдет, придет легенда Тнир, блядь. Звался один на декой, блядь. Backing towards midnight. Going down, and it's going to need the Is lost. You know how difficult. Oh my goodness, the award into the barrel of Tanir. I mean, out Tanir. Ron goes for it. And then moved across. He has no idea they're actually out. There's so much time to work with above the Baltic Shiro Spirit. There's the. Here it is. Okay, they're going to close that gap. Tanir goes down. Have to find success. Shiro on. Can't get anywhere near him. Molly with his name on. Shiro does not miss. Being done. All I see. The B-hold looked good last time. Will, it's Donk you've got to get through, not the guy you want to be dealing with, and the CT smoke went down. Ты хаешками закидал, ты видел это? Сейчас последний раунда не видел. Нет, Красавцы. Поздравляю. Ты рад, Димас? Конечно.
Все прошло как планировали, все четенько. Были приколы, но в целом нормально. Не будем о них. Андрюха, ты красавчик. Ты сегодня очень жестко играл. Здесь, ну вот без шуток, без дикоев на ЛКМ. Ты механически сильный игрок. Но сегодня что-то вот поменялось у тебя внутри, что ты вот начал так жестко ставить. Да, это потому что ты против кореша играл? Да нет, да просто ты какие-то вещи делаешь просто с уверенностью, а какие-то без. И когда вот это нету и то, что ты уверен в чем ты сделаешь, и в чем ты сомневаешься, это можно сказать про менталку, но не всегда это связано именно со своей менталкой. А в целом, как ты ощущаешь, какое-то решение принято. Поэтому сейчас против них у меня было как-то ультра спокойно, и поэтому каждый мув я делал такой, будь то будет. Вот так и вот и вышло. По-моему, это была пистолетка, когда вы были за КТ, ты выбегал с Тёмки на Б. Ага. У тебя вообще в тотал патроны кончились? 0. Просто в 0? Да, в 0 вообще в полностью. Я начал прыгать, и чтобы он типа жил, а Дима его убил. Но видишь, не получилось, блядь. Данёчек, ваши эмоции? Плохо. Отвратительно сыграли. Для меня это просто дни восстановления. Я не знаю, когда мы играем. Мы завтра играем? Нет, завтра медиа-день должен быть. Автограф-сессия. Мирик, по сравнению со стартом группы, сейчас брака, о котором мы с тобой говорили, меньше? Его меньше. Возможно, это просто связано с тем, что мы уже поняли, что подобные методы, которые мы используем, приведут нас к поражению, потому что мы проиграли первую карту буквально против, Red Canids. Как бы это команда, которую мы не должны проигрывать. И мы вдруг начали играть лучше. Это слышно и по войсу, и по нажатию кнопок. Но вот это вдруг, это что-то естественное? Это из-за того, что вы разогрелись на них, зашли и начали показывать? Какие-то подобные факторы, они существуют, да, и они даже тут мимо, но я думаю, это все-таки понимание, то, что хуже некуда. Пора что-то сделать по-другому, чтобы было по-другому. И это произошло. Получилось? Видимо, да. Что ты, Димас, встал? Давай станцуем бразильский фланг с тобой. Я рад, что мы вышли в плей-офф. Да, мы выиграли команду замены, но в целом, мне кажется, они с замены играли лучше, чем не замены, знаешь. Эта команда вчера чуть не победила Виталити. А ты, ты плей-офф в них будешь играть? Недостаточно теперь заряжен? Слушай, бля, так сейчас на последний. Ну, скажи. Придется. Придется? Да, но в них очень жарко прям. Как раз тебе с новым обвесом. Проделали отличную работу, вышли в плей-офф. Но работа еще не закончена. Хочу вам сказать спасибо, ребят. Для меня это много значит, то, что я буду на арене вместе с вами. Очень мечтал об этом, и спасибо за эту возможность. Но надо ебать еще. Надо больше. Надо больше, надо брать. Молодцы, парни. Молодцы. Если хотите, блядь, умеете, оказывается, играть. Мальчики вы способны, просто ленивые. Может быть, кому-то нужно для пиздец кататься иногда, чтобы играть в КС. Поэтому продолжайте, пожалуйста, играть. Сегодня, парни, нужно отдохнуть. Завтра какая-то хуйня будет, это ебать. А послезавтра мы вновь идем. Ну, блядь, и чего, сложно похлопать, что ли, блядь? Спасибо. Друзья, всем привет! Скоро нас ждет полуфинал именно завтра. Ну, уже 100%, что ты надеешься? Или ты что другое надеешься? Да, ждем, ребят. Сейчас мы приехали на арену, у нас сегодня медиа-день, коротенький. Мы сейчас быстро отстреляемся, вернемся, ребята будут тренироваться, а вечером куда-нибудь съездим. Потому что сегодня полдня свободно. И поедем. В Starbucks поедем. Что там? Wake up. No need. А теперь давай себе сделаем по приколу за пацанов. Я, блядь, так сейчас хуй. Magix and Shira, you have social. Let's and go. then Don Continua, you А have что за an social? interview. Что нам делать? ТикТоки снимать будешь, типа. Yes. Вы все есть, а меня не видно. Тебя вообще нет на медиа? Только фотки? Хирошотс. Ты говоришь, его нет на медиа, но он вот. Дим, ты как всегда прав. Спасибо тебе большое. Андрюдель. Ну-ка давай просыпайся. Ты чё? Ну-ка давай хирошот. Вот это вот сделай. Сделай. Я делаю хирошот на сцену. Давай. Показывают. Представь вот этот Team Spirit. И там твоя фотка, и ты. Давай какой-нибудь контентик запилим. Давай. Какой? Я предлагаю открыть нам с тобой YouTube канал. Давай, какой? Короче, у меня раньше была мечта в 2010 году открыть свой YouTube канал. Так. Я снимал видосы по Майнкрафту. Так. Было неуспешно, скажу честно. Неуспешно. Было Что-то 2 подписчика не всего получилось, лишь. да? Да. Не помню даже, какой у меня YouTube канал был, но в целом я предлагаю тебе сейчас в этот проект вписаться. И мы будем играть в Майнкрафт. Нет, мы будем уже делать реал лайф блоги. Да хрен с ним, давай делать Майнкрафт влоги. Кто делал Майнкрафт влоги? Нет. Можно я поснимаю? Камера двигается. Почему полголовы отрезал? Где? А это зависит от руки прямые или не прямые. Ну ты если снимаешь, ты вопросы задавай. Ты как-то... Как ты сегодня проснулся? Знаешь, есть какая-то камера, которая снимает вот так вот с полголовы.
Че ты уходишь? Че ты уходишь, блин? Андрюх, да, можешь рассказать в 2 словах про вчерашний матч против Г2? Да, мы их... Попробуй, пожалуйста, ответить по-другому. Мы их... Не, ну если по факту. По факту. Все, я понял. Ты можешь на английской аудитории еще поработать на английском сказать? Ты выучил, кстати, танец бразильский на выход в плей-офф? Какой, блядь? Все помнят. Все это помнят. Ты нафиг это ставил? Я нашел тебе этот танец. Я не обещал ни хрена. Ты обещал у меня записать. Смотри, давай, смотри. Давай, доказывай. Короче, он обещал, что если вы в плей-офф проходите, он в бразильской джерси Я выходит выхожу в и вот это бразильской джерси, но танцует. я не танцую. Прикинь, вот Нир на арене вот это делает. Кому ты веришь? Смотри. Вот так уходи. Что делать? Да ничего, все как тогда. Не, я Он понял. просто, я говорю, давай проверим его английский. Hello, Sponge. Hi. Do you remember the times when you and Shiro did the Hello. meme, the famous one? Yeah, I don't know if his English is any better. Yeah, now... Oh, я... Okay, can you go? Okay. I mean, a lot of time has passed, That right? much better, right? Yeah. What? We should check it, right? Yeah. Yes. Yeah. How is your English? Good? Good. Yeah. I have das vidanya. Никитос, помоги, пожалуйста. What? Я не понимаю по-английски. Are you having fun here in Rio? Is it a good time? You're on the beach? Ну да, скажем. Да, yes. Yeah? Yes. Okay, nice. I can see you got a tan, it's looking good. Anything else, any news that you wanted to tell me about? You know, your teammates, everyone having a good time? Думаю, да. Aha, okay, alright. What about after this? What are you doing after this? You going to another event? Like what's... Ничего не понимаю. Aha, okay. Yeah, okay, your English has gotten much better. Yeah, it seems like. It's really good now. Thank you. Молодец. Great. Импровируешься, братан. Great, you get there. I reckon a couple more years we can have a conversation. Мужик тоже сказал, говорит, можно тебя на интервью? И спрашивает у меня все вопросы по порядку, которые меня спрашивают 10 раз. Он меня, например, спросил, какие у меня воспоминания из Рио? Я первый раз. А есть какой-нибудь интервьюер в КСе, который всегда задает хорошие вопросы? И тебе интересно с ним поговорить? Хорошие вопросы задают на подкастах, потому что к ним готовятся нормально. Ну то, что Спунж снимает вот эти, да? То, что мы в Никит, ты каждого знаешь вот эту? Так да. Да, он же перечислял уже. Ты всех знаешь? Конечно. Ну я, возможно, где-то ошибся, я кого-то тут Веркой Сердючкой назвал. Киркоров. Кобзон. Таким раскладом я всех знаю. Покажи вот эти штуки. Короче, тут в лаунже дают такие булочки, вот то, что вы сейчас видели. Да, они с сыром. Это самый вкусный снэк, наверное, в снэчках, которые я видел. Хочется прям вот набрать вот в стаканчик, вот так, накидать вот так в стаканчик, где берешь, вот так туда накидал, шпажки взял, ходишь, хаваешь. Имба? Дома так можешь приготовить? Наверное, не знаю, я не пробовал. Ты умеешь готовить? Что? Ты умеешь готовить? Я умею готовить пельмени, сосиски, макароны. Я после этого турнира прихожу, чтобы такого у тебя увидел. Блин, мы договорились. Какой-то странный медиадень, очень все быстро, как-то всего по чуть-чуть. Вот, сейчас ребят отведут на хирошоты и, наверное, мы поедем обратно. Я не знаю, непонятно. Ого! На парковке фоткаемся. Нет, сейчас выезжает этот Nissan, короче. Фу, Андрюх, твоя песня играет. Это превратится как в формуле, короче, что это больше инженерное соревнование, чем водительское. Но если кнопки не будешь нажимать, не поможет, как бы, так вообще. Так от тебя тоже заменит. Что? И нас заменит тоже нейросети. А, ну туда... И потом будет, как в Да, это Формуле не 1 тоже правила создают, Да. регуляцию. И Вот спорт. это нельзя, вот это можно. Ну вот, блин, была бы нейронка с Димасом. А вы пробовали когда-нибудь, типа, зайти в нейронку реально? Вы пробовали? И типа, распиши мне противника. Да не, это... Ты пробовал когда-нибудь так делать? Не, я у него спросил что-то про себя, он мне говорит, что я играю за Vitality, я понял, что не стоит ничего спрашивать больше. Ты Джимми не пробовал? Тупым. Джимми тоже слабый. Я самый сильный Клод, но он самый дорогой. Ты не можешь особо ничего делать много. Ты пользуешься нейронкой? Да. Ну Просто как? впал Ну, в гугле, что, тебя какой спрашивают чат GPT. Вот, кстати, да, я тоже заметил, что я перестал, типа, гуглить, если мне что-то нужно узнать, я просто пишу Ну да, это в нейронку. очень комфортно, очень удобно.
И я потом перепроверяю на всякий случай, но в целом. Мерика, какие самые неочевидные функции, так сказать, которые можно получить от нейронки? Ну вот ты пользуешься наверняка. Самые неочевидные функции. Это же ИИ, смысл в том, что ты можешь использовать его для любой задачи. Ну, понятно, вот пример мне какой-нибудь приведи. Ты пользуешься? Ну, все пользуются. Меньше, чем раньше, потому что он плох. Он вводит в заблуждение очень много, и очень сильно его ответы зависят от твоих вопросов. Он просто нарративный очень сильно. Его тяжело использовать эффективно в рамках точности его ответов. Точность его ответов под большим вопросом в зависимости от того, как ты формулируешь вопрос. Это можно элементарно проверить, задав файно один и тот же вопрос через там свой аккаунт, например, и второй через режим инкогнито в Chrome, и получить абсолютно два разных ответа. Потому что он использует типа твою историю для составления историю, ответа под да, тебя. нарративный, он не понимает слова как нужно. Я знаю, некоторые челы, например, считают калории через нейронку. ChatGPT, он очень усредненный, он плох во всем, но его можно использовать для всего, но так, слабо. Медиадень закончился, быстро отфоткали нас, ребят поспрашивали интервью. Сейчас поедем обратно. Расскажи, что вы делать будете сегодня? Какой у вас план? Тренироваться. Праки, индивидуалка, что? Да, это праки пойдем играть. Ну что, медиадень подошел к концу. Мы буквально час потратили на арене на фотки, видосы и все вот это вот, что потребуется на сцене. После этого мы сразу вернулись в отель, где ребята просто сходу сели готовиться к матчу с Маус, потому что уже завтра нас ждет наша первая битва, первая игра в плей-офф. Впереди будет очень много интересного, я в этом уверен. Я уверен, что мы точно выйдем в полуфинал и, надеюсь, дойдем до гранд-финала. Спасибо большое, что смотрели, спасибо, что вы с нами, поддерживаете нас. Впереди у нас остался последний влог, это влог с плей-оффа. Кто знает, как он пойдет, надеемся на лучшее, будем делать все, что в наших силах. Спасибо, что вы с нами, ребята. До скорых встреч. Пока-пока.